После того, как я прошла Kingdom Come, 15-ю Final Fantasy и многие другие проекты, я решила вернуться в Elden Ring. И сколько бы я там ни бегала, сколько бы ни прокачивалась, должна признать, что для меня все-таки открытый мир Elden Ring — это не священный грааль, на который я буду молиться. Самой любимой игрой была и остается Bloodborne, однако дарки тоже вызвали желание в победе. Мы все знаем главное правило заинтересованности — это уникальность и ограниченность товара. Да, уникальность в дизайне — это слишком громкое заявление, однако каждая часть Dark Souls отличалась и по цветам, и по архитектуре, и вторая вообще была про другое государство. Однако их узконаправленность позволяла нам сосредоточиться на главном — это на боссах, которые были ограничены, и на самом мире, который тоже был сильно ограничен. Тем самым мы изучали каждый квадратик с особым рвением. В случае с Elden Ring я все так же остаюсь в своей реальности. Для меня Elden остался более проходным проектом. А опять же, друзья мои, я ни в коем случае не занижаю поистине огромную работу компании From Software, и чем-то мне это все напоминает фанатов старых Assassin's Creed, которые дико ненавидят новые части и считают их полным ничтожеством по типу «и ноги моей не будет в этом открытом мире». И я, конечно же, не настолько категорична, так как в Элдене огромное количество как предметов, атрибутики, боссов и обычных мобов, от которых я была в полном восторге. Ранее я уже выпускала 2 ролика по Elden Ring, в которых я рассказывала первое впечатление и показывала ту часть мира, которую открыла. Спустя же 100 часов прохождения моя база информации пополнилась, и я с большим удовольствием ею с вами поделюсь. Во-первых, все должны знать, как выглядит мой мужчина, похожий на мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации. Теперь мы переходим к делу. Самое мерзкое в списке моего личного отвращения в Элдене стали руки и пальцы, которые постоянно нападают на тебя в любой удобный и неудобный момент. Самое жуткое, криповое, неожиданное и отвратительное были пальцы в канализации, которые расположены как капкан. Я, как обычно, шла вперед, и у меня даже мысли не было, что что-то может так мерзко зажать меня в тисках. Вы заметили, как они передвигаются? У Миядзаки ведь вообще какой-то фетиш на части тела. Это либо уши, языки, глаза, теперь и пальцы. Благо не жирненькие, и на том спасибо. Да, издалека их можно было заметить, если ты сосредоточен, но это не ко мне. Второе, и поверьте, это не отменяет степени мерзотности, это огромные волосатенькие муравьи. Боже, какие они ужасные. Я не особо арахнофоб, но когда на тебя бегут несколько маленьких волосатых ножек, и эти усищи, я говорю, у меня уже волосы встали дыбом на голове. Это ужасно, это отвратительно, это по-молодежному кринжово, и хочется скукожиться и спрятаться от такого мракобесия. Последний раз, я помню, в Нио была паучья локация, и она вызывала такое же отвращение. Мне пришлось даже просить знакомых, чтобы они зачистили локацию, потому что я кричала в трубку, как не в себя от увиденного. По поводу помощи других NPC, к большому сожалению, я должна признать, что это первая игра от From, в которой я не прошла ни одного сюжетного босса полностью в одиночку. В случае с Раданом я постоянно вызывала NPC, которые были на арене, и поверьте, друзья, мне абсолютно не стыдно это признавать, так как я проделала огромный путь, как во всех Dark Souls, как в Bloodborne, а особенно в Sekiro, и поэтому для меня моих достижений хватит на 300 лет вперед, хоть Sekiro я и не закончила. Дело не в том, что они были сложные, нет, да, они были сложные, однако я помню, какой же интерес у меня вызывал Сирота Кос, на которого я ходила несколько месяцев, и я убила его. Какое же счастье было пройти Синосинос Генетира, и победа над ними вызывала не просто дикий восторг. Я визжала как сумасшедшая. Это было очень сложно, очень тяжело, но очень интересно. Да, игры были не маленькие, но их масштабы никогда не сравнятся с масштабами Элдена. Я вложила огромное количество времени в открывание локаций, зачистки территорий, что у меня уже просто не хватило интереса и рвения биться с боссами в одиночку. Я это честно признаю и ни в коем разе не претендую на гуру мастера Elden Ring. Платину я, конечно же, буду выбивать, и в ролике про платину я обязательно уточню, что я не приложила руку к самостоятельному убийству сюжетных боссов. Я убила огромное количество абсолютно никому не интересных, проходных, скучных и унылых мини-боссов, о которых я даже не помню. Из всего многообразия проходящих врагов я помню лишь Анастасию, и то, потому что она появляется постоянно в определенных местах, и помню также оборотня волка по квесту Рени, которого я еще не убила. Все, больше я не помню никого, вообще никого, и это очень печально. Абсолютно никакого
никакой уникальности. Огромные пустые территории, шахты, в которых тоже есть мини-боссы. И за столько убийств я не помню никого. Для меня, человека, который спустя 2 года помнит лабиринты Птумериан, сутулую псину, амигдалу, оборотня и королеву Ернам, это огромная трагедия. Будто из моей души забрали кусочек того самого уникального счастья, благодаря которому я с таким удовольствием проходила каждый закоулочек, получала удовольствие от боя, и каждый раз, снова и снова возвращаясь в этот мир, я понимала, что это самое родное место из всех. Та же Маджула, которая давала мне музыкальное сопровождение, тот же первый Дарк и бой с Гвином под самую лучшую музыку боя, и, конечно же, самый любимый бой на Людвиге и его саундтрек, мой самый-самый любимый, который я постоянно переслушиваю. И после стольких пройденных шагов я прихожу в такой огромный мир, наполненным огромным количеством уникальных предметов, я не просто теряюсь, а мое внимание рассеивается на мелочи. Я знаю нескольких людей, которые получили большое удовольствие именно от Элдена, именно по этой причине. По причине того, что Элден дал им огромное поле для деятельности, в отличие от прочих проектов. Я их ни в коем случае не осуждаю, и я согласна, что пора шагнуть в новое время. Однако я также не отрицаю свою личную потерю уникального и благодаря маленькому размеру локации, уютному прохождению, где ты знаешь каждый уголок, где поле битвы метр на метр не пугало тебя даже жалобами на убогую камеру. Здесь же, в этом огромном мире, ты чувствуешь себя абсолютно чужим и одиноким. И поэтому этот мир абсолютно точно подходит для прохождения вдвоем или втроем. Здесь огромное количество разных врагов, включая обалденных раков, которых можно сварить, если они не сварят вас. Через какое-то время вы будете наблюдать удивительную картину, как жена поедает своего мужа, конечно же, для его блага. Конечно же, встретите наших любимых собачек, и через какое-то время вы узнаете, за что же отдали 5000 рублей, если вы играете на консоли. Те, кто не играл в Dark Souls 2, не понимают, о чем речь. Однако, джентльмены, я не оставлю вас без информации. Посмотрите на экран. Что вы видите? Вы думаете, это скрин? Нет, это небо в Dark Souls 2, а это лава в Dark Souls 2. Дело в том, что в DS2 небо было PNG-шным почти везде, кроме Маджулы, а лаву, ну, сами видите, и это нормально. Были каменные века, и поэтому мы сейчас видим эту потрясающую лаву. Я считаю, что мы заплатили за дикий труд и отдали свои 5000 рублей абсолютно заслуженно. Лава божественная, небо двигается, шедевр создан. Во всем многообразии флоры и фауны я везде видела что-то родное и до боли знакомое. Ты постоянно оглядываешься на ветки, которые напоминают тебе Секира, на катакомбы, которые напоминают тебе лабиринты Птумериан, и это создает чувство ностальгии, которого так не хватало. Ветки из Секира появились в локации Смолении. Я до нее еще не дошла и хочу уточнить, что это единственный босс, на которого я пойду сама. Это вообще единственный босс, который меня интересует, и именно из-за нее все это дело и проходилось. Да, сюжетные боссы красивые, у них прекрасные катсцены, не у всех, но все же. Однако их полностью затмили 1000 миллион мини-боссов, повторяющихся боссов, конники, раки, какие-то штуки и много всего. На их фоне сюжетные боссы уже не являются трофеем. Лор я здесь не знаю от слова совсем. Еще со времен Секира он перестал мне быть интересен, однако в Элдене все-таки хочется разобраться, и я так понимаю, надо подождать, пока всеми уважаемый Librarium выпустит целую серию роликов по Elden Ring. За все 100 часов я изучила огромное количество мест, и то не все. Я также пользуюсь метками, потому что иначе тут черт ногу сломит, где ты уже был, а где нет. Как мы видим, наверху я зачистила почти все. В Замогиле я прошлась по всем пещерам, катакомбам, замкам и прочему. В Звездных пустошах есть буквально пару мест, которые я никак не могу пройти, и магический город дико раздражает. С магией тут интересная история, и мне кажется, именно в Элдене упор делался больше на магов. У них столько прикольных примочек, все светится, красивые луны, заклинания. А если выбираешь обычного воина, то это какое-то наказание, хотя раньше такого не было. То есть, в принципе, в проектах, даже если ты воин, то ты все равно можешь прокачаться и стать гуру-мастером. А в Элдене, сколько бы ты ни прокачивался, то все равно ты будешь использовать что-то из магии или хотя бы будешь пользоваться духами. Огромные болота Лиурнии для меня были настоящим адом. Действительно огромные просторы, которые переходят в несколько троп, и после Лиурнии, ближе к северному берегу, ты уже вымотан до ужаса. Для меня это
это слишком. Слишком много всего и слишком большая территория. Ты теряешься, плутаешь, и у тебя нет понимания, является ли это тупиком или нет. Локации соединены между собой, и я не против, опять же, дорогие мои. Для тех, кто обожает открытые миры, это настоящий рай. И я не шучу, здесь действительно огромные локации, однако я такие масштабы не оценила. Я получила огромное удовольствие от вулканового поместья. Босс был очень легкий, и система помощи мечом, конечно же, сильно напомнила Йорма. Только в этот раз помощь пришла в начале, а не за змеей. Конечно же, я не могу не оценить столицу королевства. Это поистине лучшее, что создали фромы по архитектуре. Одни только лифты чего стоят. Это настоящее произведение искусства. Детально проработанные статуи, узоры. Даже специально сделали, что одна статуя чуть наклонена. Мое уважение и низкий поклон. Я нигде, ни в одной игре не видела такие великие, высокие и в то же время идеальные постройки. Несмотря на то, что лучшая архитектура, которую я видела, была именно в Assassin's Creed Odyssey, однако фромы сделали потрясающее, мрачное и в то же время божественное архитектурное детище. Изучать мир через бинокль – одно удовольствие. Дело не просто в цветах и самих предметах, а в их идеально сбалансированном расставлении. Возьмите вдаль любую территорию, и вы увидите, что это грамотно продуманные расстановки, от которых захватывает дух. Фарум Азула напомнил мне дополнение DS3 с Гаэлем. И да, я знаю, что в Фарум Азула нельзя попасть до окончания сюжетки, однако я смогла с помощью небольшого бага туда протиснуться и посмотреть краем глаза, что же там есть. Несмотря на не супер идеальную графику, все равно картина завораживает воображение. И этого у From Software, конечно же, не отнять. Как вы видите, я не собралась здесь гнобить Элден. Я скорее смотрю на него с разных углов, так как, несмотря на всю мою грусть по прошлому, я признаю, что Элден — это начало чего-то нового. Хотя, опять же, мы не знаем, что будет дальше, и нет никаких гарантий, что так будет всегда. Как бы ни были игры Миядзаки похожи друг на друга, они все равно кардинально разные, с разной историей. А здесь вообще писал историю Джордж Мартин, так что я не удивлюсь, если в следующий раз это будет не писатель, а, например, режиссер или сценарист из мира кино. Почему бы нет? Однако я уверена, что найдутся люди, которые так же, как и я, тоскуют по тем узким улочкам и тропкам, по храму огня, Маджули, и хотя бы раз в месяц заходят поздороваться с хранительницами огня и увидеть лучшую надпись на свете. Иллюзия впереди.